Бантан Соньондан, BTS, бесспорные короли мировой поп-музыки, люди, которые собирают огромные стадионы по всему миру за считанные минуты, получают номинации на Грэмми, диктуют тренды в моде и выглядят как безупречные греческие боги 99% своего времени. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит, когда идеальные айдолы сбрасывают свои дорогие сценические костюмы и превращаются в обычных парней? Что случается, когда гравитация, законы физики или обычная человеческая неуклюжесть объявляют войну главным звездам планеты? Привет, армии и все, кто просто обожает качественный юмор. Сегодня мы снимем с парней эту маску идеальности. Мы собрали самые эпичные, неловкие, смешные и откровенно позорные моменты в истории BTS, за некоторые из которых им, возможно, стыдно до сих пор. Но давайте будем честны. Именно за эту приземленность, за умение посмеяться над собой и за абсолютную искренность мы их и любим. В этом видео вас ждет все, от разрушительной силы лидера группы до эпичных войн со стульями, курьезов на живых выступлениях, кулинарных катастроф и тотального испанского стыда на американских интервью. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, приготовьтесь много смеяться. Мы начинаем наш топ главных фейлов BTS. Бог разрушения, Намджун против материального мира. Начнем мы, пожалуй, с человека, который возглавляет эту прекрасную группу. Ким Намджун, он же РМ, человек-загадка, гений с IQ 148, который может без подготовки толкнуть вдохновляющую речь в ООН на чистом английском языке, поразив дипломатов своей мудростью. Но стоит Намджуну вернуться в реальный мир и взять в руки любой бытовой предмет, как его мозг гения будто отключается, а руки превращаются в оружие массового поражения. Кодовое имя в фандоме – Бог разрушения, и это звание он заслужил потом кровью и сломанными вещами. Вспомните хотя бы съемки их легендарных клипов. На съемках Blood, Sweat и Tears или Spring Day декораторы буквально молились, чтобы Намджун просто стоял на месте и ничего не трогал. Но нет. Он умудрялся ломать ручки от дверей в самый неподходящий момент, когда режиссер уже кричал «Мотор!». Он сносил элементы сцены стоимостью в $1000 одним случайным взмахом руки. Но ладно, клипы, там можно сделать дубль. А что делать, когда ты позоришься в прямом эфире перед миллионами зрителей? Помните те культовые кадры из американского интервью, когда РМ решил проявить крутизну? Он попытался изящно и пафосно надеть солнцезащитные очки прямо перед камерой. Но его суперсила разрушения сработала мгновенно. Он просто раздавил дужку очков своими пальцами. В этот момент на его лице отразился весь спектр эмоций, от экзистенциального кризиса до немого вопроса к Вселенной. Почему я снова это сделал? Самое смешное, что он попытался незаметно надеть сломанные очки на одно ухо, делая вид, что все идет по плану. Намджун кого-то пытался обмануть. У остальных участников BTS за годы совместной жизни уже выработался стойкий защитный рефлекс. Если парни видят, что у Намджуна в руках оказывается что-то хрупкое, ценное или острое, они, не сговариваясь, подходят и молча изымают этот предмет. Мин Шуга и Ким Джин в такие моменты выглядят как уставшие родители, которые забирают у гиперактивного ребенка маркер, пока он не разрисовал обои. Намджун может споткнуться на ровном месте, уронить микрофон во время важной речи или случайно порвать важный документ. И этот контраст между его невероятным интеллектом и полной бытовой беспомощностью – это одновременно самый милый и самый неловкий аттракцион в кей-поп. Стойте! Что такое? Иди ищи быстро. Телефон? Ага. Вот я, правда, вообще не удивлен. Когда он говорит я уже на автомате говорю ему иди ищи. Такая реакция дает больше эффекта.
Пак Чимин и его личная вендетта с гравитацией. Если у Намджуна проблемы с вещами, то у Пак Чимина проблемы с самой планетой Земля, точнее, с гравитацией. На сцене Чимин – это абсолютный ангел и перфекционист. Его современные танцы завораживают, он парит над сценой, его движения легкие и точные. Но стоит музыке выключиться, как Чимин полностью теряет координацию движений. Серьезно, этот парень способен упасть, просто стоя на ровной поверхности и никого не трогая. Но главный, самый заклятый и беспощадный враг Чимина – это обычные стулья. Существует целый часовой сборник, без шуток, огромная компиляция того, как Чимин падает со стульев во время трансляций, фан-митингов и шоу. Иногда кажется, что мебель по всему миру объявила ему личную вендетту. Один из самых культовых и неловких моментов произошел на одном из фан-встреч. Чимин сидел, общался с фанатами, смеялся и в какой-то момент решил изящно закинуть ногу на ногу и немного откинуться назад. В следующую секунду стул просто выскользнул из-под него, и Чимин с грохотом улетел на пол, задрав ноги вверх. И знаете, что самое позорное в этих ситуациях? Его реакция. Чимин никогда сразу не встает. Он лежит на полу несколько секунд, закрыв лицо руками от стыда, пока остальные мемберы буквально умирают от хохота рядом. А когда он все-таки поднимается, он всегда пытается сделать такое лицо, будто ничего не произошло, и это падение вообще-то было частью его гениальной секретной хореографии. Спойлер. Чимин, никто не верит, но мы ценим твою попытку сохранить лицо. А помните случай на трансляции, когда он хотел в шутку пнуть воздух, чтобы показать свою растяжку? Он замахнулся ногой, потерял баланс, промахнулся по невидимому сопернику и со всей силы шмякнулся на спину. В этот момент Чонгук и Тэхён просто сползли под стол от смеха, а Джин издал свой фирменный крик, похожий на звук моющего стекла. Чимин, пожалуйста, будь осторожнее, Арми слишком сильно беспокоится за твою спину, хоть это и выглядит безумно смешно. Когда одежда объявляет бойкот, катастрофы на сцене, живые выступления – это зона повышенного риска. И у BTS бывали моменты, когда их идеальные, сшитые на заказ дизайнерские костюмы решали, что пришло время устроить бунт. И здесь мы снова должны вспомнить нашего бога разрушения Намджуна, потому что его суперсила однажды едва не лишила фанатов рассудка, а Чонгука – одежды. Это случилось на легендарном выступлении с песней «Fake Love». По хореографии Намджун должен был подойти к Чонгуку и слегка драматично потянуть его за воротник рубашки. Но Намджун не рассчитал свои силы. Он дернул так, что буквально вырвал пуговицы с корнем и разорвал рубашку Макне практически до самого пупка. Перед миллионами зрителей и камер Чонгук остался с полностью обнаженной грудью. Надо отдать должное профессионализму Чонгука. Его лицо в первые доли секунды выражало абсолютный шок. Но он не остановился. Он продолжил петь свою партию и танцевать сложнейшие движения, параллельно пытаясь одной рукой хоть как-то придерживать края разорванной ткани, чтобы не показать больше, чем разрешено цензурой. Корейские фанаты тогда шутили, что Намджуну нужно выписать премию от лица всего фандома, но для самих парней это был жесткий стресс на грани позора. 저희의 뜨거운 에너지가 여러분들께 조금이나마 전달이 됐으면 좋겠고, 그리고 여러분들 약간 이건 좀 TMI인데, 오늘 정말 열심히 했거든요. 근데 이제 마이크 드랍 끝나고 이제 지금 리프트에서 대기를 하고 있는데 약간 이 바지가 시원한 거예요. 그만큼 열심히 했다고.
왜? 가족이잖아. 야, 가족도. 우리 가족도 이미지가 있는 거야. 가족도 그렇게 얘기하네. 그래서 아까부터 다리를 모으고 있어요, 제가. 네. 약간 이렇게. 마지막 애교로 마무리하세요. 네. 아무튼 저 아무렇지도 않습니다, 여러분. 오늘 너무 즐겁고 이렇게 춤데이 마지막까지 앵콜까지 이렇게 같이 있어줘서 너무 고맙습니다. 앞으로 내일도 그리고 화요일도 남은 공연 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 고마워요, 와줘서. А как насчет Ким Джина, всемирного красавчика, у которого во время одного из мощных и быстрых выступлений прямо посреди сцены улетела туфля? Обувь просто соскользнула с ноги во время прыжка и улетела куда-то в кулисы. Любой обычный человек запаниковал бы, но только не Джин. Он продолжил скакать, прыгать и выполнять сложную синхронную хореографию в одной туфле и одном белом носке. При этом его лицо оставалось настолько каменным и уверенным, будто ходить в одном носке – это новый писк высокой моды из Парижа. Только самые внимательные зрители заметили, как сильно он старался не наступать на пятку, чтобы не скользить по сцене. И таких моментов десятки. То у Тэхёна микрофон вылетит из рук посреди песни, и ему приходится проявлять навыки мастера боевых искусств, чтобы поймать его в сантиметре от пола и сделать вид, что это был такой трюк. То у Хосока запутается цепочка в микрофонной стойке, и он полпесни привязан к одному месту. Это неловко, это ломает идеальную картинку кей-поп, но именно в такие моменты видно, насколько они крутые профессионалы. Они выкручиваются из любых ситуаций. Run BTS. Шоу, где умирает репутация крутых парней, если на концертах парни еще пытаются держать марку идеальных айдолов, то на их собственном развлекательном шоу Run BTS вся репутация крутых парней просто идет ко дну. Это зона максимального стыда, хаоса и веселья. И самые эпичные фейлы здесь происходят, когда парней заставляют делать то, чего они делать совершенно не умеют. Например, готовить. Кулинарные выпуски Run BTS – это отдельный вид искусства и боли для профессиональных шеф-поваров. Помните легендарный эпизод, где Чонгук решил приготовить сладкий картофель в глазури? Наш золотой Макне, который хорош во всем, переборщил с сахаром. В итоге его картофель превратился в субстанцию, которая намертво прилипла к тарелке. Чонгук с абсолютно серьезным лицом поднимал тарелку, переворачивал ее вверх дном, тряс со всей силы перед камерой, а картошка даже не шевелилась. Она буквально слилась с фарфором. Шуга тогда сказал, что этой картошкой можно забивать гвозди или использовать ее как строительный клей. Это был полный кулинарный провал, над которым парни подшучивают до сих пор. А выпуски в аквапарках или парках аттракционов – это же полные похороны эстетики. Забудьте про красивые укладки и идеальный макияж. Их смывало гигантскими струями воды, они выныривали с растрепанными волосами, похожие на мокрых котят, теряли баланс на надувных мостах и эпично падали в воду, смешно размахивая руками. Но главным спонсором эмоциональных фейлов на аттракционах всегда был и остается J-Hope. Наш главный танцор, надежда и солнце группы панически боится абсолютно всего – высоты, змей, американских горок, жуков и даже резких звуков. Его лицо, когда его заставили повесить на шею гигантского питона на съемках, стало главным мемом интернета. Хосок кричал так, будто его прямо сейчас приносят в жертву древним богам. А когда их катали на американских горках, операторы были вынуждены размывать его лицо на видео, потому что от страха оно принимало настолько непередаваемые и забавные формы, что это нарушало все стандарты корейского телевидения. Сам Хосок потом умолял редакторов удалить эти кадры, но, к счастью для нас, они остались в истории. В играх на Run BTS парни забывают о том, что они всемирно известные звезды. Они готовы грызть друг другу глотки за пачку рамена или бесплатный купон на мясо. Они жульничают, предают друг друга, строят коварные заговоры, кричат друг на друга так, будто на кону стоит судьба человечества. И когда Тэхён делает абсолютно глупую детскую ошибку в простой викторине, путая название страны или имя известного исторического деятеля, вся группа замирает в немом шоке, понимая, что этот момент сейчас увидят миллионы людей. Это невероятно смешно и неловко одновременно. Трудности перевода и американские горки неловкости.
Отдельная большая глава в книге неловких моментов BTS – это их международная деятельность и выход на американский рынок. Когда парни начали посещать крупные западные премии, такие как Грэмми, Billboard Music Awards, и ходить на шоу к Эллен Дедженерес или Джимми Фэллону, вся нагрузка по коммуникации легла на плечи Намджуна. Напоминаю, он единственный в группе, кто свободно и бегло говорит по-английски. И это создало потрясающий, невероятно неловкий феномен, который фанаты называют режимом активного кивания. Выглядит это так. Журналист на красной дорожке задает длинный, сложный вопрос на английском языке, используя сленг. Намджун внимательно слушает и кивает, а сзади него стоят остальные 6 участников группы. У них в глазах читается абсолютная, кристально чистая пустота. Они не понимают ни одного слова. Но корейское воспитание и статус айдолов обязывают их держать лицо. Поэтому они все синхронно начинают улыбаться, кивать невпопад, показывать пальцами знаки мира и издавать звуки одобрения, типа «О, yes, вау». Выглядит это настолько комично, что не заметить этот испанский стыд просто невозможно. Иногда парни пытались проявлять инициативу, и тогда ситуация становилась еще более хаотичной. Ким Джин, наш всемирный красавчик, решил, что лучшая защита – это нападение. Вместо того, чтобы пытаться понять сложный английский вопрос, он просто подходил к американским журналистам, смотрел им прямо в глаза и громко кричал «You know BTS? Worldwide handsome, yes?» I don't have to think. You don't have any thoughts. He said. Hello, I'm Jin. I'm a worldwide handsome. Wow. Yeah, BTS come to my birthday party. Sorry. We are so busy. Sorry. One butt or two? We have one. One? No. Left leg and right leg and left, right. Two. It's Moon. For this track, I worked with Slow Rabbit. We have a similar vibe. This song is about how the moon views the earth. Of course, I am the moon, and army is my earth. No, go without your friend for a day, because I don't have friends. Jin, how are you feeling? Hello, I'm Jin. I'm very good. You're good, yeah. In English, go. Army is all, you know, Army is everything. everything. Army is water. Army is water, and army is air, and you know. Журналисты часто терялись, не зная, как реагировать на этого безумно красивого, но очень громкого парня, который шлет им воздушные поцелуи каждые 5 секунд. А Ким Тэхён, он же Ви, на одном из интервью его спросили, какая его любимая еда в Америке. Тэхён завис на пару секунд, судорожно вспоминая английские слова, а потом с абсолютно серьезным, гордым лицом выдал «Панда Экспресс». Для справки, Панда Экспресс – это очень дешевая сеть быстрого питания с китайской едой, фастфуд не самого высокого уровня. Намджун в этот момент просто закрыл лицо руками, понимая, что его группа, имеющая миллионы долларов, рекламирует дешевую лапшу на главном американском канале. Или случай, когда Тэхён на вопрос о том, что его вдохновляет, невпопад ответил своей коронной фразой «I purple you», которая вообще не имела отношения к теме разговора. Но американцы все равно похлопали, потому что это же BTS, им можно простить любой языковой барьер. No. Do you know Ori Naguri? Hey, my turn. Yeah, your turn. Hey, 카드 게임이야. what's your album? My turn. Yeah, your turn. Let's go. Yeah, Zebra. Zebra. Not American, but I think she's Canadian. yeah, my favorite actor is Rachel McAdams. Rachel McAdams. Yeah, she is Very pretty. good. Hi, I'm V. Yeah, we always dreamed about performing at the BBMAs. Yeah. Dream come true. It was really special. It was really fun. Hi guys. My name is V. I'm good boy. Our friends are the best. They are our motivation. Эти моменты показывают, как тяжело им давалась мировая слава, но их попытки преодолеть этот барьер выглядят безумно очаровательно.
пусть и заставляют нас иногда сжиматься от неловкости. В заключение, знаете, мы можем часами перечислять случаи, когда участники BTS облажались, упали, сломали что-то или сказали глупость. Мы можем вспоминать, как Чимин путал слова в песнях, как Шуга засыпал прямо посреди съемок от усталости, как Чонгук случайно спойлерил важные камбэки на своих ночных трансляциях, доводя до инфаркта руководство компании Big Hit. Мы можем смеяться над тем, как они пугаются спецэффектов и конфетти на сцене, подпрыгивая от страха, словно испуганные птицы. Но если задуматься, именно все эти позорные, неловкие и смешные моменты – это то, что делает BTS по-настоящему великими и уникальными. В индустрии, где от айдолов требуют быть идеальными пластиковыми роботами без изъянов, которые никогда не ошибаются, не устают и не выглядят глупо, BTS не побоялись остаться людьми. Они не боятся быть смешными. Они не пытаются скрыть свою неуклюжесть или стереть из интернета свои неудачные стоп-кадры. Они падают со стульев, ломают дорогие декорации, превращают картошку в цемент, стоят с потерянным видом на американских шоу, но при этом они встают, смеются над собой громче, чем все хейтеры вместе взятые, обнимают друг друга и продолжают двигаться вперед. Их фейлы не уменьшают их величие, они лишь подчеркивают их человечность. Именно эта искренность, эта способность быть собой без купюр и создала ту невероятную, прочную связь между BTS и миллионами людей по всему миру, которую мы знаем как фандом ARMY. Они показывают нам, что ошибаться, быть неуклюжим и попадать в неловкие ситуации – это нормально. Главное – уметь посмеяться над этим и идти дальше с гордо поднятой головой. Ну а какой у вас самый любимый неловкий или смешной момент с парнями? От какого фейла вы испытываете самый сильный испанский стыд, но все равно пересматриваете его сотни раз, когда вам грустно? Напишите об этом в комментариях под этим видео, давайте соберем еще больше поводов для улыбки и посмеемся вместе. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился этот разбор, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории из мира кей-поп. До скорых встреч, берегите свои стулья от Чимина, а вещи от Намджуна. Пока.